Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, вы на моем YouTube-канале. Я работаю юристом в Дубае, и в данном непосредственном видео я бы хотела затронуть тему о том, как правильно, успешно закрыть вашу сделку. Что является критерием успешности? В риски в любом случае будут, это есть рынок, всегда сталкиваются интересы, но для того, чтобы вы не ощущали, что вы обмануты или вы недопроверили, себя в последующем не корили, я предлагаю вам остановиться на некоторых моментах, обратить на это ваше внимание, и для того, чтобы вы могли в последующем смело заключать контракты, партнеров подбирать себе. Эта информация будет вам полезна в этом случае. Друзья, самое первое, самое основное, когда вы вступаете в правоотношения, это ваше совершение сделок, да, это может быть 2 и более лица, вы заключаете контракты. Тот же трудовой договор тоже является контрактом, только долгосрочным, когда вы на работу выходите, либо это контракты международные, когда вы заключаете с партнерами в Эмиратах. Очень важно обратить внимание и проверить своего партнера. Проверка партнера включает в себя изучение его профиля. Понятно, что вы будете смотреть сайт, что вы знаете этого партнера, наверное, уже давно, доверяете, но лишний раз убедиться в том, что этот человек или юридическое лицо, сколько оно существует на рынке, на чем основана его финансовая безопасность, да, его стабильность этой организации, как долго задерживаются у этого работодателя или у вашего партнера его работники, как порядочно ли он расстается со своими прежними партнерами, какие были на рынке жалобы в отношении партнеров ваших потенциальных. Все эти моменты имеют, если не главное, какое-либо косвенное влияние в последующем на ваши взаимоотношения. Поэтому нельзя упускать такие важные моменты, когда с партнером у вас длительные отношения в особенности. Какие инструменты проверки партнера существуют? Как я уже сказала выше, это посмотреть, конечно, его веб-сайт. Сейчас в Эмиратах очень полезное такое приложение есть, LinkedIn, вы слышали об этом, это приложение, где все компании себя размещают, также работники, вы можете зарегистрироваться, я советовала вам, потому что его также можно использовать для того, чтобы посмотреть, кто текущий работник, как давно он работал в данной компании, а также можно посмотреть профили, как долго задерживаются работники. Если работники работают очень давно в этой компании, это есть положительный фактор. Если компания крупная, опять же, вы все эти нюансы увидите, работает ли компания над своей репутацией, дорожит ли она своими обязательствами, выполнением обязательств. Такие вопросы можно, в принципе, проверить самостоятельно, постараться проверить самостоятельно. Ну и, конечно, первым делом запрашивайте лицензию компании, друзья. Вы смотрите по лицензии, на какой срок она выдана, кто является менеджером данной компании, кто имеет право подписи в данной компании. И все эти основные нюансы даже не помешают посетить офис этой компании, если вы потенциальный будущий работник этой компании или вы собираетесь заключать с ними контракты, опять же съездить на склад, посмотреть объем, сравнить то, о чем они говорят, с непосредственно фактическим ситуацией на их заводе, складе или непосредственно на их объекте. Друзья, конечно, нельзя не отметить про изучение законов. Если вы собираетесь вступать в правоотношения, вы должны понимать, к какой категории относится ваше взаимодействие. То ли это дело трудовой договор, то ли это международные контракты, каким правом будет регулироваться возникновение споров с этой организацией в будущем, как вам удобнее, чтобы был спор разрешен. Если будет спор возникать, кто понесет расходы, на какую сумму и где будет судоисполнение данного спора. Это очень важные моменты, друзья, потому что сам контракт по себе может предусматривать очень хорошие пункты, хорошие условия, но если в последующем вы увидите, что там, например, очень дорогая какая-нибудь инстанция на разрешение споров требует, именно вы определили ее, да, для разрешения споров, опять же, это будут проблемно, практически иногда даже нецелесообразно возбуждать вообще какое-либо производство, настолько оно не является для вас ликвидным, вообще неокупаемым,
если суммы крупные, тем более. Поэтому очень важные моменты изучить законодательство, посмотреть на это с позиции, если бы вдруг случилось что-то, да, если мы предусматриваем, когда мы смотрим контракты, мы обязательно исходим с позиции, что что-то действительно произошло, да, мы предполагаем какой-то сценарий недопоставки товаров, неоплаты вовремя платежей, и все эти нюансы по срокам мы предусматриваем, каким банковским переводом будет, каким образом расчеты будут производиться, каким образом будут передачи информации происходить. Все важные моменты, нюансы нужно предусматривать, конечно, ознакомливаться с контрактами. Контракты надо понимать, опять же, будут ли они именно иметь силу и в этой стране, либо вам необходимо также согласовать это с какими-то органами. Бывают и такие контракты, поэтому здесь важно понимать законодательство той страны, на которую вы вступаете. Это касается также и работников, которые устраиваются на работу. Ознакомливайтесь со своими правами. Никто не будет вам объяснять ваши права и обязанности, это личная ответственность каждого. И вы также должны понимать, что незнание законов не исключает вашу ответственность. Друзья, очень важный момент – это уметь оценить риски. Если вы в своей области, в своей практике столкнулись с каким-то недобросовестным отношением, как говорят пословица, когда обжегся на молоке, дуешь на воду, да, и это вас парализует. Иногда бывает, что да, есть риски, а без рисков рынок не существует, надо уметь доверять. Опять же, вы взвешиваете все риски, есть риски, которые действительно класса А, да, или там приоритетные, высокие риски, есть риски, на которые можно, ну, они могут быть минимальные, учитывая сроки, учитывая разовый договор, то есть заморачиваться и тормозить свое развитие только потому, что вы ожидаете очень большие риски, очень несущественных факторах, то, конечно, здесь опять же именно риски, они бывают везде, в каждом контракте, в любом правоотношении, когда люди вступают, иначе не было бы вообще, да, жизни как таковой. Всегда есть интересы, пересекаются, поэтому здесь нужно соблюдать именно степень риска, и нужно идти вперед и не задерживаться. Если вы можете принять какой-то риск, это может просто служить для вас как бы точкой для того, чтобы вы могли в последующем торговаться. Скажем так, я принимаю определенный риск, но понимаю, что сумма сделки очень высокая там, и такие иные факторы, которые помогают вам взглянуть объективно, то и позволяют развитию вашего бизнеса. Итак, друзья, важный момент – оценить именно степень возникновения данного риска, насколько это вероятно. Иногда бывает, что люди настолько сами себя накручивают, говоря на нашем языке, да, что видят риски уже там, где их нет, или где они малозначительные. Поэтому, друзья, очень важно уметь принимать решения, полагаясь на риск, потому что в любом случае бизнес, он невозможен без доверия и без определенного принятия степени какого-то риска. Но и здесь возникает очень важный момент, друзья, что нужно всегда исходить из того, что что-то произошло, и контракт прописывать, договор прописывать, и самим себе оставлять пути отхода, образно говоря, когда вы знаете, как выйти из этой ситуации, что вы предполагаете худший сценарий и знаете, как поступить в этом случае. Любой контракт, он должен предусматривать не только защиту ваших интересов, но также и возможности при возникновении каких-то крайних обстоятельств, кто будет нести ответственность, если возник форс-мажор. То есть вот эти все нюансы, друзья, это когда вы оцениваете не только степень риска, но также степень, что если это произошло, что будет для вас худшим. И после того, как вы принимаете на себя именно такое решение, да, сценарий, что это произошло, и вы предусматриваете для себя план выхода, план Б, в случае того, что если возникнет такая ситуация, и вы готовы идти на это, то в этом случае это является правильным, взвешенным решением при заключении сделки. Друзья, это была основная информация по успешному закрытию сделки, с которой я хотела бы с вами поделиться. Если у вас есть вопросы, если вы хотели бы чем-то поделиться своим опытом, пожалуйста, пишите в комментарии. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня, а также в Инстаграм. Если вам интересна информация, обновление по законодательству Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов, подписывайтесь на меня в Телеграм-канале, я оставляю здесь ссылку в описании к данному видео. Спасибо вам большое за внимание, с вами была Айман Яскараева, юрист в Дубае.